Здравствуйте, друзья! Тема посева цветов в открытый грунт интересна многим, и особенно тем, кто по разным причинам не успел вырастить рассады растения для своих клумб и цветников. В первой части видео я уже рассказала о некоторых неприхотливых цветах, которые еще не поздно посеять семенами в открытый грунт в начале лета. Если вас заинтересует, ссылку на это видео я оставлю в описании под данным роликом. Наверное, кого-то это удивит, но очень многие неприхотливые цветы можно высевать в открытый грунт не только весной, но даже в июне. За теплый летний период они отлично нарастят свою зеленую массу и уже в следующем сезоне зацветут. А некоторые из этих растений смогут порадовать вас своим цветением уже с конца нынешнего лета или в начале осени. Для яркого и небанального цветника, а также полезных и ароматных чайных смесей стоит высадить красивую пряную монарду. Для меня это растение ценно не только своими необычными цветами. Аромат ее листвы и цветов чем-то схож с запахом бергамота. Монарда – это не только красивое, но и полезное растение. Однако я не советую потреблять ее беременным и кормящим женщинам. Эфирные масла этого растения широко применяются не только в косметологии, но и в медицине. Кроме этого, монарда является отличным медоносом, привлекающим на участок полезных опылителей. Благодаря эфирным маслам посадки монарды будут уместны в любом огороде и вблизи зон отдыха, так как этот ароматный многолетник своим присутствием способен отогнать многих насекомых-вредителей. Красивым украшением вашего сада могут стать яркие колосистые вероники, которые также можно посеять семенами в начале лета, сразу в открытый грунт. Есть разные по окраске и высоте сорта. Самые низкие всего до 15 см, высокие до 60 см высотой. Не забудьте перед посевами максимально очистить почву от корней сорной травы. Для рыхлости не лишним будет добавить речной песок. После увлажнения посевы лучше укрыть тонким белым агроволокном. Чтобы создать неприхотливый цветочный бордюр или украсить альпийскую горку, а также края садовых дорожек, воспользуйтесь разными по окраске сортами солнцецвета. Это низкорослое растение, образующее красивое покрытие с симпатичными яркими цветами. Солнцецвет, или по-другому гелиантемум, цветет с мая по июль, нетребовательный к поливу и почвам. Единственное, чего он не терпит, это постоянного переувлажнения и глухой тени, где он цвести не станет. Создать яркую вертикаль на своем участке получится с помощью красивой и неприхотливой лианы душистого горошка. Такими растениями также можно задекорировать садовую арку, неприглядную стену или скучный забор. Душистый горошек эффектно оплетет веранду или беседку, забираясь на высоту до 3 метров. Его цветы источают приятный аромат. Цветет горошек обильно и до самых морозов, начиная с конца июня. Перед посевом семена лучше замочить во влажной марле на сутки-двое. Хорошо использовать раствор эпина, гумата калия или водный раствор с янтарной кислотой. Исключение – это сорта с белой и кремовой расцветкой. Их высевают в сухом виде. Придать воздушность заднему фону цветника можно с помощью пышных соцветий василисника. Это высокорослое, ароматное растение, хорошо переносит зимы средней полосы и не требует от вас особого ухода. Василисник лучше высаживать в притененных и влажных местах, например, возле водоемов, у стен построек или у заборов. Очень красивый и неприхотливый в выращивании яркий люпин. Его также проще посеять семенами в открытый грунт в конце мая, июня и даже в начале июля, так как рассада люпина не любит пересадки. Для лучшего прорастания семена стоит на день замочить в светлом растворе гумата калия или в воде с добавлением эпина. Благодаря его красивым соцветиям в виде высоких свечей можно украсить любой участок в саду. Люпины бывают самых разных окрасок, что очень выгодно смотрится в сочетании с другими садовыми цветами. Но красота – это не вся его заслуга. Этот цветок является замечательным сидератом. Своими корнями люпин глубоко рыхлит почву и выделяет много полезных для растений азот-содержащих веществ. Там, где рос люпин, почва становится более плодородной и чистой от некоторых почвенных вредителей. Единственное, что сажать его лучше на солнце, и посадку потребуется своевременно поливать. Садоводы даже северных регионов смогут полюбоваться цветением уже в этом году
очень красивого цветка под названием сальпиглоссис, если посеять его прямиком в открытый грунт. Это настоящее чудо в мире цветов. Многие привыкли выращивать только рассадным путем. Но исходя из практики, стоит отметить, что сеянцы сальпиглоссиса не любят пересадку. Лишнее травмирование его корней может привести к гибели растения. По рекомендации опытных цветоводов, этот цветок лучше высевать сразу на постоянное место в открытый грунт с последующим прореживанием всходов. Сальпиглоссис – это настоящий фейерверк красок в любом цветнике. Данная культура теплолюбивая, поэтому семена высевают, как устоится теплая погода, в рыхлый и влажный грунт. Перед посевами обязательно очистите землю от сорняков и их корней. Посевы желательно прикрыть тонким белым агроволокном. Бесспорным украшением любого сада станет очаровательная наперстянка. Ее семена, как и люпина, перед посадкой лучше замочить, примерно на день. Наперстянки неприхотливые, хорошо зимуют и переносят временную засуху. Но стоит учесть, что это растение ядовитое. Не стоит его сажать, если ваш сад посещают маленькие дети. Но то, что наперстянка удивительно красива, с этим не поспоришь. Цветет она красивыми, разноцветными, высокими соцветиями, начиная в июне и до осени. Высадив разные по высоте и окраске наперстянки, можно создать очень красивую композицию. Для продления цветения отцветшие соцветия лучше удалять. Еще одно неприхотливое растение, которое ценят многие цветоводы и ландшафтные дизайнеры, это очаровательный, стойкий и жизнерадостный невяник. Этот позитивный на вид цветок очень популярный в наших садах. Его еще называют садовой ромашкой. Невяник легко вырастить как рассадой, так и посевом семян во влажную почву, прямо на клумбу. Молодые всходы за теплый сезон хорошо нарастят свою зелень, а в следующем году уже с июня зацветут. Отцветшие соцветия лучше срезать. Тогда невяник будет радовать вас своим обильным цветением все лето, вплоть до осенних холодов. Тем более, что на сегодняшний день уже выведено очень много его красивых сортов, среди которых есть и с особо крупными махровыми цветками. Красивых растений, которые можно посеять прямиком в сад в начале лета, очень много. К сожалению, я не смогу все перечислить даже в нескольких видео, поэтому я буду всем благодарна, кто поделится своими вариантами неприхотливых цветов для летних посевов. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч на нашем канале.